Здравствуйте все! Вы на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Сегодняшнее видео выходит в плане совместной работы 3 каналов. Вместе со мной участвуют 2 Валентины. Валентина Никита и ассорти с Валентиной. Ссылки на каналы в описании под видео. Это будет текстильная пасхальная корзинка по знакомой вам выкройке, но меньшего размера, и будет сшита в лоскутной технике из узких полосок ткани и ненужных джинсов. Выкройки с размерами вы видите. Надеюсь, цифры хорошо видны. В прошлом видео на другую корзинку в комментариях пожаловались, что плохо видно. В конце сегодняшнего видео я оставлю выкройки на предыдущую корзинку. Сегодняшняя корзинка будет отличаться от предыдущей, хотя выкройка похожа. Я выкроила 2 детали из плотной ткани и 2 детали из подкладочной ткани. Для придания жесткости я опять использую серпянку и наклеиваю ее в 2 слоя. При стежке серпянка не мешает, у нее такие крупные ячейки, игла свободно проходит через них. На серпянку я кладу 1 слой тонкого синтепона. Синтепон я слегка приутюжу, без пара, без фанатизма, чтобы чуть-чуть примять. И дальше собираем бутерброд. Снизу у меня подкладочная ткань, а сверху буду нашивать полоску из ткани зеленого цвета. Можно вырезать по косой. Здесь можно вырезать по косой, но может оказаться и вот такая небольшая тканюшка, и хочется сохранить эту бабочку. Тогда можно вырезать это по шаблону. Бабочка нам еще пригодится. Такую полоску. Как это сделать? Выкройку я делю на 3 полоски. Все полоски будут шириной 3,5 сантиметра. Это с учетом припусков на швы. В швы уйдет где-то сантиметр, и полоска останется 2,5 сантиметра. Ну, в процессе работы вы это увидите и поймете. Полоски можно пронумеровать, чтобы не перепутать, размеры разные. По шаблону получается экономичней. Мне хочется сохранить побольше этой ткани. Вот так вот я накладываю, обвожу и вырезаю. Я пришила полоску по верхнему срезу почти в край. И вторая полоска у меня будет вот из этой ткани. Вот я вырезала полоску, нашла середину, поставила здесь меточку. Дальше совмещаю эти точки, скалываю. И вот таким образом я буду сшивать. Пришила я полоску, отгибаем. 3-я полоска у меня будет пришита. Вот такая розового цвета. Это я вырезала косую бейку. И вот 1 полосочку я сюда пришью. Здесь не надо искать середину, это не шаблон. От начала будем пришивать таким же образом. Скалываем почаще и под машинку. Вот пришиты мне 3 полоски. И нижняя полоска у меня будет из джинсовой ткани. Я подобрала вот такой лоскутик, приложила его, прикинула, что мне его будет достаточно. И теперь смотрите, нам нужно пришить к розовой полоске. Как я буду выкраивать? Я беру наш 3-й шаблон и по нижнему краю буду очерчивать. Вот я вырезала. Нижнюю часть я пока не формирую никаким образом. Все это срежется после того, как я пришью. Пришивать точно так же я буду. Найду середину. Вот нашита 4-я полоска. И теперь ее можно уже обрезать. Все лишнее срезаем. И теперь обрезанную деталь осталось окантовать. Следующая деталь донышка. Я приклеила 2 слоя серпянки, не заходя на припуски на швы. На серпянку я положу
синтепон. Он у меня сплющен. Я его пропарила утюгом. И вот он такой стал упругий и плотный. Мне нравится его использовать. Можно взять какую-то плотную ткань. Дальше накрываем подкладочной тканью, скалываем и простегиваем. Вот, простегала. И донышко пока подождет. Займемся ручкой, совмещенной с боковыми частями. Две детали я соединила по узкой стороне. И на эту деталь я сейчас наклею одну полоску серпянки. Этого будет достаточно. И здесь также оставляем припуски на швы, свободными от серпянки. Теперь на эту деталь я кладу точно такую же, соединенную по узкой стороне деталь из плотной ткани, а сверху из подкладочной ткани. И этот бутерброд мы тоже будем стягать. Хочу обратить ваше внимание, что вот эта прослойка из плотной ткани, она также не заходит на припуски на швы. А подкладочная ткань такой же длины, как и основная деталь. Стягать я буду ромбиками, а разлиновку я делаю вот такой ручкой. Это ручка «Пиши, стирай», и не обязательно ее выписывать на Алиэкспресс. Я купила в фикс-прайсе вот такой набор из 4 штук. Исчезает от прикосновения горячего утюга. Расстояние между строчками 1,5 сантиметра. Расстеганные детали соединяем в одну. Донышко совмещаем вот таким образом с боковой частью и пристрачиваем. То же самое делаем со вторым концом нашей детали. И вот такая конструкция у нас должна получиться. И вот к чему мы стремились. После того, как соединила донышко и деталь ручки с боковинками, швы соединения я запаковала в подкладочную ткань. На готовые детали также припуски обработала косой бейкой, пристрочила на машинке с лицевой стороны и с внутренней стороны пришила вручную. И теперь осталось пришить стеночки. Пришивать я буду вручную. Сначала найдем середину, сделаем меточку. Также найдем середину донышка. Совмещаем меточки. Пришивать я буду ниткой в 2 сложения. Это получается крепкая нить. Узелок я спрячу вовнутрь. И шить начинаю от середины сначала в одну сторону, затем в другую. Шью небольшими стежками, прихватывая с одной стороны, с другой стороны. Девочки, хочу вам напомнить, кому не хочется меня потерять, если вдруг прикроют YouTube для нас, под каждым видео в описании есть ссылка на мой канал в Дзен. Такие размеры у предыдущей корзинки. И вот, что у нас получилось. Как я поняла, не всем нравится техника пицца. Ну, собственно, я это знаю. Поэтому решила показать еще вам вариант, как шить такую корзинку из узких полосок ткани. И корзинка получилась на самом деле тактильно приятнее. Она мягонькая и вполне себе симпатичная. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, конечно, сходите в гости к другим участницам совместной работы. Я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи.